В небольшой закусочной на окраине города Мэдисон стоял привычный вечерний шум. Люди ужинали после работы, официантки быстро сновали между столами, стараясь угодить каждому посетителю. Атмосфера была простой и спокойной, ровно до тех пор, пока внутрь не вошел шериф Роберт Миллер. Миллера знали все. Его боялись. В округе он давно пользовался репутацией человека, который считал форму разрешением на вседозволенность. Жалобы исчезали, свидетели внезапно передумывали, а те, кто осмеливался возражать, быстро жалели об этом. Официантка Эмили Картер обслуживала его стол, стараясь держаться вежливо и отстраненно. Одна незначительная мелочь, задержка с заказом, стала для Миллера поводом показать власть. Он поднялся, резко схватил девушку за руку и ударил ее при всех посетителях. В зале повисла тишина. Никто не вмешался. Люди опустили глаза, как делали уже не раз. Все знали, чем может закончиться попытка перечить шерифу. Никто не обратил внимания на мужчину за дальним столиком. Джеймс Уокер выглядел неприметно. Простая куртка, спокойная осанка, внимательный взгляд. Для окружающих он был обычным посетителем. Но за его плечами были годы службы в подразделении Navy SEAL, операции, где цена ошибки измерялась жизнями. Он видел момент удара, видел реакцию зала и понял, что перед ним не вспышка гнева, а привычка к безнаказанности. Джеймс поднялся быстро и бесшумно. Движения были точными, отработанными до автоматизма. Он перехватил Миллера еще до того, как тот успел осознать происходящее. За считанные секунды шериф оказался на полу, обездвиженный и лишенный возможности сопротивляться. Без крика, без лишней силы, только холодный профессионализм. Посетители замерли. Те же люди, которые секунду назад боялись пошевелиться, теперь смотрели, как символ их страха теряет контроль. Миллер оказался не грозным законом, а обычным человеком, неспособным вырваться. Полицию вызвали очевидцы. На этот раз все было иначе. Слишком много свидетелей. Слишком много телефонов. Слишком явной стала разница между формой и настоящей силой. Эмили помогли подняться. Впервые за долгое время в ее взгляде не было страха. Было удивление и облегчение. Когда в закусочную вошли патрульные, Джеймс спокойно передал задержанного и отошел в сторону. Он не искал внимания и не ждал благодарности. Для него это был не подвиг, а простой выбор не пройти мимо. Позже жители Мэдисона еще долго обсуждали тот вечер. Не потому, что шериф упал на пол, а потому, что страх впервые дал трещину. Иногда, чтобы остановить зло, достаточно одного человека, который не боится действовать. Даже если он просто зашел поужинать.